Приветствую вас! Как же узнать, подходим ли мы друг другу? Этот вопрос заботить женщину начинает с того момента, как только она познакомилась с мужчиной. Очень сильно волнует, стоит ли вкладываться, стоит ли напрягаться, стоит ли подстраиваться под него, стоит ли вообще мечтать о чем-то, строить какие-то планы, потому что от этого, подходим мы или не подходим, зависит многое из того, что я буду или не буду делать. А вдруг я ошибочно решила, что не подходит мне этот мужик. А он на самом деле хороший, подходит. Может быть, он самый идеальный партнер для меня в жизни. И вот это туда-сюда, когда женщина постоянно находится в анализе, в попытках найти какой-то идеальный ответ, найти ответ на свой вопрос, начинается спрашивать подружки, сотрудницы, знакомые, люди, седьмая вода на киселе, которые ни черта не понимают ни в психологии, ни в людях не разбираются, ни в отношениях не понимают, начинают давать советы. И от этих советов еще больше каша в голове. Сегодня я назову вам 5 признаков, по которым вы очень быстро поймете. Вот тут ловить нечего. Тут лучше отойти в сторону, сказать спасибо, все свободны, и пойти смотреть по сторонам, выискивая нового партнера. Почему я об этом говорю? Потому что я психолог. Меня зовут Алла Касаткина, я почти 20 лет работаю с женщинами, помогая им найти свое счастье, устроить счастливо свою личную жизнь и чувствовать себя в жизни комфортно и радостно. Кстати, ссылка на мой сайт. Вот, здесь есть очень много полезной информации для вас. А подарок «Курс секреты счастливых женщин» находится в описании этого видео. Красная кнопочка, подписываемся на канал, и вы будете с нами. Лайки и комментарии. Очень любит YouTube. Давайте покажем ему, что мы тоже ему отвечаем взаимностью. Давайте разбираться, что же нам подскажет 5 признаков, которые нам подскажут, есть что-нибудь между нами, светит или лучше свалить. Я сейчас скажу о тех 5 признаках, когда мужчина вам категорически не подходит. Первое, самое такое интересное, на которое никто не обращает внимания, над чем вы смеетесь. Если вы с вашим мужчиной смеетесь над абсолютно разными вещами, это уже говорит о том, что вас в жизни интересует разное. Мало того, ваша система ценностей может очень сильно не совпадать. Вам уже будет дискомфортно. Следующий момент, второй момент, который вам подскажет о том, что лучше вовремя расстаться, чем портить себе нервы, это когда вы начинаете говорить о будущем, и оказывается, что вам мужчина либо говорит: да, поживем, увидим, я не знаю, я еще не думал об этом. Или наоборот, он говорит: я хочу покорить там такую-то вершину, я хочу работать там тра-та-та-та-та-та-та, я хочу то, я хочу это. А вы понимаете, что оно вам ни тепло, ни холодно. Бежать в ту сторону вам не интересно. Вы думаете: боже мой, мне бы вот это, вот мое, вот самое важное. Потому что вы тоже можете хотеть покорить вершину, но другую. Вы тоже хотите, может быть, хотите куда-то попасть, но вам тогда придется конфликтовать, потому что придется выбирать или его цель, или ваша. А может быть, у вас уже запланирована жизнь в вашем представлении на 20 лет вперед. Вы уже точно знаете, что вот это я вот так хочу через 3 года, вот это я хочу через 5 лет, вот это я хочу через 10. У вас есть четкое представление. А он вам сидит такой: ни рыба, ни мясо, я не знаю, чего я хочу, то поживем, увидим, то еще денег надо заработать. И вот он сидит, гундит и ни о чем. И вы понимаете, что либо вы с ним увязнете в болоте, либо вам этот балласт придется тащить на себе, но оно же будет упираться. Следующий момент, это уже для тех, кто немножко повстречался. Третий момент, важный, у кого уже была близость, и вы понимаете, ваши предпочтения, аппетиты, способы удовлетворения в сексе абсолютно не совпадают. Вот вы в постели – это 2 разных человека. Для вас секс не в радость, а секс либо в муку, либо просто банально в отработку. Вот если вы понимаете, что мужчина сексом занимается без... Собака храпит. Видите, я как о сексе заговорила, так она и захрапела. Мужчина не вкладывается в то, чтобы вас удовлетворить, и предъявляет вам претензии, что он слабо удовлетворен. Либо у мужчины непомерный аппетит, он хочет 5 раз в день, а вы готовы раз в 3 дня.
Бывает разное, но если вы здесь не совпадаете, у вас тоже будут проблемы, и отношения для вас станут не радостью, а мукой. Четвертый момент очень важный, очень значимый, когда нужно расстаться. Обычно все его трактуют с точностью да наоборот. Что это за момент? Сейчас скажу. Это когда вы встретились с мужчиной, и с первой встречи искрит так, что мама дорогая, между вами фонтан страстней эмоций, либо наоборот, вы столкнулись с ним в первой какой-то негативной, в скандальный момент, у вас сначала пошел негатив, а потом попозже вы там друг к другу присмотрелись, начали чего-то выискивать. Чаще всего вот те моменты, когда вы сказали, я его увидела и все, крыша уехала, бабочки взбесились, боже мой, да у меня такого никогда в жизни не было. Все, бегите оттуда, бегите подальше. Почему? Потому что вы влетели в собственную травму. Здравствуйте, знакомые грабли. Да, у нас внутри вот так тело радуется от знакомым граблям. Кто бы сейчас мне не пытался возразить, если у вас такое было, поделитесь в комментариях для тех, у кого не было и кто пытается спорить, чем закончился этот приступ страстей. Куда вас занесло, у какого разбитого корыта вы остались, или, может быть, наоборот, я в корне не права, и у вас все до сих пор любовь-морковь, и вы живете в любви и радости. Я с удовольствием эти истории послушаю. То есть, если сильно искрит, вспоминайте, что написано на электрических будках. Не влезай, убьет. Это для вас должно быть очень серьезным предостережением. Ну и самый последний, пятый, такой по нарастающей жесткости. Пятый момент, когда вам точно надо расставаться с мужчиной, это если ваш партнер игнорирует, не уважает, обесценивает все, что вам дорого в жизни, все, что для вас является значимым. Это уже сейчас вас пытаются жестко отформатировать, загнать в рамки, поставить в неудобное положение для того, чтобы вам диктовать условия. Ваше мнение, интересы, увлечения, стремления и прочие вещи никогда не будут интересны партнеру, если он с самых первых моментов вашего общения начинает их обесценивать, начинает их отвергать, игнорировать или, не дай бог, начинает вас наказывать за то, что они у вас есть. Вот такие 5 простых, четких, понятных, очень однозначных признаков, когда с человеком проще расстаться, как только вы обнаружили один из этих признаков, и чем раньше вы их обнаружите, тем больше радости будет для вас. Почему? Потому что вы себя не травмируете, потому что вы вовремя расстанетесь и, может быть, не испортите отношения, а вы с этим человеком можете просто потом, я не знаю, общаться, сотрудничать, но близкие отношения для вас недопустимы. Вы сохраните себя, свое хорошее душевное состояние для того, чтобы продолжать общаться, знакомиться и искать свое счастье. Чего я вам от всей души желаю. Найти свое счастье, и чтобы все эти 5 пунктов, которые я сегодня перечислила, отсутствовали в вашем общении с самых первых минут. Я вас, мои хорошие, обнимаю. До скорой встречи. Если есть вопросы, комментарии, милости прошу под это видео. Пока-пока, мои ласточки.